Меня зовут Михаил Беспалов, я заслуженный артист России, ведущий солист Московского театра оперетты, артист и продюсер театра и кино. Впервые в своей жизни я решил поголодать. Очень давно знаком с трудами Ивана Павловича Неумывакина, и тщательно изучал их, читал много его книг, даже был с ним лично знаком, но это было лет 25 тому назад. Тогда я был совсем молодой, у меня ничего не болело, и я был абсолютно здоровым человеком, и мне не хотелось ничего делать, абсолютно. И познакомившись с Иваном Павловичем Неумывакиным, он мне говорил: попробуй, попей соду, попей перекись водорода, попробуй мое физиологическое голодание. Я ему говорил: Иван Павлович, если наступит такой период, когда я чем-то заболею, я обязательно все это попробую и сделаю. И, как ни странно, такой период пришел. То есть возраст никого не жалеет, никого не щадит, и рано или поздно мы чем-то, рано или поздно заболеваем. И коронавирус, панацея от всех болезней. Это как бы не смешно, как бы не иронично сейчас я говорил, но все театры в Москве закрылись. И оказалось свободное время, и то время, которое я мог использовать для своего здоровья. И я решил поехать в Крымский центр Ивана Павловича Неумывакина, село Малореченское, Алушкинский район, Крым, солнце, погода, прекрасное настроение. И я приехал на 21-дневное физиологическое голодание. Рискнул. Конечно, было очень страшно. За день до вылета из Москвы в Крым я сидел дома на своем уютном диванчике и думал: боже, как же так, я 21 день ничего не буду есть. У меня была просто паника, если честно, но тем не менее я справился с такой ситуацией, со своими нервами, со своими эмоциями. И утром на следующий день я вылетел в Крым и прилетел сюда. Уникальная история, удивительная история. Потрясающий центр, невероятный персонал. Такого персонала я не видел нигде в мире. Я путешествовал по всему миру, и нет такого места, где бы я не был. Но такого персонала, такого профессионального, такого обходительного я не встречал нигде. Это действительно безумно подготовленные люди. Я думаю, что большая заслуга в этом главврача данного медицинского центра Виталия Сергеевича Лукасевича, который сам по себе тоже уникальный человек, безумно профессиональный, обаятельный, с большой харизмой, с большими знаниями, бывший друг Ивана Павловича Неумывакина, который следует его традициям, который соблюдает физиологическое голодание и не отходит ни на одну каплю ни вправо, ни влево. Плюс он сам очень здравомыслящий человек, понимает, что он делает, и изобрел очень много новшеств и много своих изобретений. Это сила водорослей, они ощелачивают организм водорослями, диетическим питанием. Но я нахожусь здесь на чистом голодании. То есть мы пьем 2-2,5 литра воды в день. Утро-вечер нам дают травяные настои, это почечный и печеночный чай. И через 2 дня нам дают термос, в котором находится витаминный напиток. Это смесь кураги, чернослива и лимончика, который заливается кипятком в термос, настаивается несколько часов, и этот напиток мы пьем. Потрясающий эффект. Сегодня 12-й день моего физиологического голодания. За это время я похудел на 7 килограмм, но цель моя – это не похудение абсолютно. Полные люди, которые приезжают сюда с целью похудеть, они за это время сбрасывают и 15, и 20 килограмм. Но моя цель была – это очищение всего организма, очищение от паразитов и чистка и восстановление всех внутренних органов, что очень важно, и человек должен очистить. Потому что каждый день мы загрязняем себя плохой водой, неправильной едой, смешиванием пищи. Очищаем крайне редко. Поэтому и очищаться мы должны как можно чаще. Йоги говорили: каждый день ты загрязняешь свой организм, значит, каждый день ты должен его очищать. А здесь уникальная возможность в таком прекрасном центре. Крым, погода, морской воздух, йод в воздухе парит, царит, ты им дышишь, ощущаешь, кайфуешь, балдеешь. Плюс, конечно, потрясающий центр. Что меня поразило в этом центре, так это удивительная чистота. Все вылизано идеально, нет ни одной пылинки, ни одной соринки. Просто все стерильно. Номера убирают так, что я в мире в самых дорогих отелях не видел такой уборки. Плюс, конечно же, персонал. Еще раз хочу повториться, что удивительный персонал, я не понимаю и не знаю, кто занимался подбором персонала, но такого персонала нет нигде в мире. Медсестры, мало того, что они красавицы,
они еще и умницы. Они, во-первых, все профессиональные, и все понимают, что люди здесь голодают, и к нам относятся с каким-то очень большим вниманием. С большим вниманием нас спрашивают, как ты себя чувствуешь, что ты хочешь, что сделать, как здоровье. Но бесконечное внимание, удивительный персонал, правда. И конечно, потрясающий главный врач Лукасевич Виталий Сергеевич, уникальный человек. Мне удалось с ним подружиться, мы стали большими друзьями, мы каждый день играем в настольный теннис на свежем воздухе и получаем колоссальное удовольствие от общения. Мы не просто играем в теннис, а играя в теннис, я задаю ему колоссальное количество разных вопросов на медицинскую тему, на тему жизни, питания, оздоровления, и получаю абсолютные ответы. И меня это удовлетворяет, я получаю здесь большие знания. Поэтому мы здесь не только чистимся, не только оздоравливаемся, но мы еще и получаем большие знания и учимся, как дальше правильно жить, правильно питаться, правильно наслаждаться жизнью, правильно пить, правильно ощелачиваться, что очень важно в жизни каждого человека, потому что я думаю, что 99,9% всего населения мира очень сильно закислены. Потому что мы смешиваем пищу, мы пьем неправильно воду, мы во время еды пьем воду, мы разбавляем желудочный сок, мы пьем чаи сразу после обеда, ужина, завтрака, и смешиваем опять желудочный сок, разбавляем его, и опять мы закисляемся, поэтому каждый человек должен ощелачиваться. А в щелочном организме болезни не живут, и это очень-очень важно знать каждому. Хотел бы рассказать о прогрессе ежедневного голодания. Сегодня, еще раз напомню, у меня 12-й день физиологического голодания на воде и травяных настоях. Дважды в день нам дают травяные настои. Утром почечный чай, вечером печеночный чай. Но это не чай, а просто травяные настои. Приехав первый день, мне было, конечно, очень страшно, безумно страшно. Если я сейчас могу пошутить, я хотел даже повеситься от страха. Думаю, как же так, я 21 день буду голодать, без еды, без всего. Это, непросто. На самом деле, это большое человеческое испытание. Любой, кто прошел голод, я могу просто смело пожимать руку и понимать, что это очень сильный и властный человек. Не каждый это может пройти, и все очень-очень непросто. Меняется не только твое тело, тело меняется в лучшую сторону, ты становишься стройнее. Во-первых, по 6 часов ты здесь занимаешься спортом, бесконечные спортивные занятия, потрясающие инструкторы, которые с нами работают. Каждый день ЛФК, это лечебно-физическая культура, утром как зарядка. Потом скандинавская ходьба, цигун, йога на берегу моря, на морском пирсе. Мы сидим, занимаемся йогой, солнце светит прекрасно, удивительные мастера по йоге преподают нам, пилатес. То есть 6-7 часов в день ты занимаешься спортом. Плюс великолепная спа, которая находится на территории оздоровительного центра, где тебе делают внутривенные инфузии в виде перекиси водорода, тебе делают внутривенные инфузии УФО, это ультрафиолет крови. Это то, чего нет нигде в мире. Это уникальные процедуры, которые находятся на самом деле только в этом комплексе. В Центре здоровья Ивана Павловича Неумывакина. И это он и придумал, между прочим, внутривенные инфузии перекиси водорода и внутривенная очистка крови ультрафиолетом. Удивительная история. И чем больше ты делаешь ультрафиолет внутривенно, у тебя погибают все паразиты, у тебя повышается иммунитет, у тебя чистится кровь, она начинает быстрее циркулировать, она становится более жидкая, и вследствие чего и организм расцветает. Также и перекись водорода. Плюс еще раз теперь хочу рассказать о СПА. СПА-процедуры, которые находятся в центре Ивана Павловича Неумывакина, потрясающий комплекс. Мало того, что он очень красивый, внутри находится прекрасный бассейн, хамам, сауна и гидроволновая ванна с электромагнитным импульсом, что очень важно для здоровья любого человека, фитобочки с разными травяными настоями, содовая, солевая ванна, и колоссальное количество совершенно новых методик, я даже названий их не знаю, там Футура Про, еще какие-то нанотехнологии, потрясающее количество процедур, которые тебя оздоравливают. Я лично каждый день делаю 4-5 процедур, и все это за очень-очень небольшие деньги. В Москве таких цен нету, это очень важно. Поэтому, приезжая сюда, мало того, что вы оздоравливаетесь, вы получаете те процедуры, которые вы не сделаете нигде в мире за эти деньги, еще вы можете загорать, купаться и наслаждаться жизнью, что очень-очень важно.
Теперь хочу рассказать о процессе моего изменения с 1 по 12 день. Ну, конечно, без труда не вытащишь и рыбку из труда, поэтому сложности есть в процессе голодания. Первые дни, конечно, хочется есть, ты об этом думаешь, хотя с каждым днем ты думаешь об этом все меньше, меньше и меньше и меньше. Я никогда не думал, что я выдержу 12 дней. Но сегодня 12 дней, как видите, я еще могу говорить, я еще могу смотреть, я слышу, вижу, у меня хорошее обоняние. И я сейчас рассказываю вам о своих ощущениях, что очень и очень важно. С каждым днем становится все лучше и лучше. Я думал, что человек слабеет, что когда человек не ест, имеется в виду, что он слабеет, у него происходит упадок сил. Так вот, это совершенная неправда. Происходит все с точностью да наоборот. С каждым днем у тебя все больше и больше энергии, с каждым днем у тебя все больше и больше сил. Потому что я вам говорю еще раз, что мы каждый день по 6-7 часов занимаемся спортом. И ты абсолютно это все выдерживаешь. У тебя становится больше сил, и каждый день ты хочешь нагружать свой организм еще больше. Все занятия, пилатес, йога, цигун увеличивают твою гибучесть. Ну, это как шутка, я сейчас сказал. Гибкость. И не болят колени, ты наклоняешься, не болят локти, не болит спина, у тебя суставы начинают работать как у молодого человека. И это не только у меня, это абсолютно у всех, кто здесь находится, и у пожилых, и у молодых, и у среднего возраста. Все выздоравливают, сахар падает, давление нормализуется. Ну, у меня был нормальный сахар и нормальное давление, но стал абсолютно нормальный сахар и абсолютно нормальное давление. Но иногда у меня побаливали локти, иногда колени, но я думаю, нет ни одного здорового человека в мире, у которого не болят колени или локти, тем более, если люди занимаются профессиональным или каким-либо другим спортом. Здесь это все проходит. Чувствуешь ты себя очень легко, прекрасно, настроение потрясающее. Есть, конечно, иногда хочется, но если ты об этом не думаешь, если ты смотришь, не дай бог, какое-нибудь кино, где молодые люди, влюбленные, приходят в ресторан, прекрасно, им накрывают поляну, приносят бутылочку красного вина, они чокаясь выпивают, рассказывая и объясняясь друг другу в любви, режут стейк или еще что-либо вкусное, то, конечно, этого лучше не смотреть. Лучше смотреть фильмы, в которых не происходит никаких кулинарных поединков и никаких кулинарных изысков. И это очень важно. Если не думать о еде, то и есть, в принципе, уже не хочется. Я решил, что я буду голодать 14 дней чистого физиологического голодания, и 15, 16, 17, 18 день пойду на выход из голодания. Почему? Потому что Иван Павлович Неумывакин говорил, что на 13-й день физиологического голодания полностью меняется клетка человека. То есть она меняется, она омолаживается, и она вступает в какую-то новую фазу. Насколько я понял, то есть, что как сначала, ты родился, у тебя есть клетка человека, она живет. Ты ее загрязняешь, мучаешь, убиваешь, проголодал 14 дней, она у тебя опять восстановилась, и опять можешь жить дальше, гулять, бухать, курить. Ну, я бросил курить 2,5 месяца назад, чего я вам желаю. Думаю, что курить больше никому не надо. Конечно, я не буду курить, я не буду пить уже, как пил раньше, я не буду есть, как я ел раньше. Я буду, наверное, стараться вести какой-то правильный, здоровый образ жизни. Ну, все может быть, мы все люди, бывают и праздники, можно иногда и выпить, просто не надо ничем злоупотреблять, не надо есть много мяса, потому что это является щелочным продуктом, надо стараться есть как можно больше овощей, фруктов, то есть все, что растет на деревьях, в огороде, на кустах, все растительного происхождения, потому что все овощи и фрукты, ну, как правило, 99% из них это щелочные продукты, и их есть мы должны 80% своего рациона. Можно иногда есть мясо постное, можно иногда есть рыбу, ну, можно жирную, можно не жирную, но все в разумных пределах. Крым, солнце, море. Конечно, у нас тоже карантин, мы не можем выходить за территорию отеля, за территорию центра, мы находимся внутри, но хотя бы у нас есть, посмотрите, здесь площадка, у нас есть прекрасный, потрясающий бассейн, в котором вода с подогревом, в котором можно купаться, каждый день наслаждаться. У нас есть джакузи, на улице все это находится. Посмотрите, какой великолепие, как это все красиво. И у нас есть прекрасный внутренний дворик, на котором мы можем находиться, заниматься спортом, дышать. Дорогие друзья, а вот я хотел бы вас познакомить с удивительным человеком, о котором я уже рассказываю много-много времени. Это главный врач Центра здоровья Ивана Павловича Неумывакина,
Мой друг, он стал моим другом после того, как я здесь проголодал 12 дней. Мой партнер по настольному теннису, Лукасевич Виталий Сергеевич. Познакомьтесь, посмотрите, какой красивый, обаятельный, с харизмой, молодой, профессиональный, знающий методику Ивана Павловича и знающий много чего другого, чего мы с вами не знаем. Да, Михаил много интересного, я думаю, узнал в нашем центре. На самом деле я благодарен тому, что Ивану Павловичу и работе в этом центре, что у меня жизнь сталкивается с такими интересными, позитивными людьми. Действительно, мы с Мишей сдружились и будем, я думаю, еще долго дружить. Будем дружить, а так я проживу теперь минимум 100 лет, поэтому дружить будем долго. Правильно, Иван Павлович всегда говорил, человек должен прожить век. Век. Вот это мы. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Спасибо.